Всем привет! Хочу сегодня демонтировать нижнюю кровать и показать то, как она была сделана в принципе. Тут чья-то заначка, я смотрю. Санек, там это что, банк сделал? Папа, Ты видела? нет. Куда он деньги спрятал? Так это мужская, как сказать, особенность. Деньги прятать. Запасливый у нас ребенок оказался. Кровать практически висячая. Подвешена на тросиках. 5 миллиметров тросик из нержавейки. Снизу, соответственно, нет никаких подпорок, кроме как за стену. Вот, ну сейчас буду демонтировать, и вы увидите, как в принципе все сделано. Есть кое-какие хитрости, которые я здесь применил для уменьшения вот этих вот ударных шумов на стену. Сейчас вы увидите. Вот можно увидеть, это демпфер, резиновый демпфер. Куплен в автомагазине, не знаю для чего, какой-то сайлентблок. В общем-то, конструкция максимально простая. Это болты для сауны, для бани, для сауны, для полок. По-моему, из осины. Нет, не осина. И фанера. Фанера тоже куплена в Леруа. У них продается только один формат, это 1,5 на 1,5. И, соответственно, пришлось скреплять куски. Сделал я очень просто, я начертил размеры. И с этими размерами в Леруа сразу нарезал там по месту. Уже напилил у них на профессиональном станке, чтобы дома не пилить, а дома только скрутил. Так, мы продолжаем разбор. Ну вот вы видели весь процесс демонтажа. Понятно, да, что монтировать надо в обратной последовательности. Так, ну вообще вот здесь, в этом месте, будет делаться отдельный столик с наклонной поверхностью. Сейчас осталось полностью разобрать эту кровать. Шуруповерт оказался разряжен, поэтому применил перфоратор для раскручивания. Получится быстрее. Так, забыл показать, что к стене крепить лучше на пластиковые дюбеля. То есть можно было на металлические анкеры закрепить, но лучше на пластиковые, чтобы хоть немного минимизировать передачу на стену, вот эти вот вибрации от двери, ой, от двери, от кровати. Здесь у меня на штифты сделано. Так, и вот это коричневое, это шпаклевка по дереву.
Конечно, нужно было посадить на клей, хотя бы ПВА какой-нибудь. Но, как обычно это бывает, под рукой оказалась только шпаклевка. Ну ладно, свою задачу она выполнила. Ух ты, извините. Так, теперь надо сделать лестницу на второй этаж. Как обычно, у меня плана нет проекта, тем более, хотя не как обычно, у меня как раз на дачу есть проект. В общем, поехал за шурупами. Оказалось, длинных шурупов нет. Купил вот такие вот шурупы. Поехал за шурупами, купил шуруповерт. Обзорчик потом сниму, когда его обкатаю, посмотрю, что да как. Сниму обзор. Сейчас хотел сказать про шурупы. Шурупы под звездочку. И сами себе нарезают. Папа, ты мой этот не видел? Папа, можно я фишка? Один лостик вставать, два, можно? Там нет гвоздиков. Где? Всем здравствуйте. И снова здравствуйте, да, Саня? Папа, а где, кстати, где Тостя? Папа, а ты что сделал? Пап, я, походу, состою так, что клеилась. Это как так? А как ты так сделал? У него даже есть фонарик. Папа, я тебе могу сказать Тостя? Смотри, как я сделал, пап! Смотри! И так, как я могу. Смотри, пап! Смотри. Осторожно, пальцы, так. Папа, все Тости просто отвечают. Папа! Папа, как ты все Тости отвечаешь? Папа, мне будет знать, как ты делаешь. Папа, у меня не получается. Папа, ты скажешь, когда его не нужен? Папа, нам сейчас не супер нужен. Почему? Почему? Всегда будешь папа делиться. Ну, я обнять. Обнять? Молодец. Намотал.
Можно взять телевизор? На ложку. На ложку? Да. Возьми, как бы ты взял. Сидит такой, развалился.